Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 29 ноября, среда. Главная новость сегодня состоит в том, что в начале следующей недели лидер республиканского большинства в Сенате Чак Шумер собирается поставить в Сенате на голосование вопрос о выделении Конгрессом целого пакета помощи, который войдет в помощь Украине, Израилю, затем финансирование на укрепление безопасности в районе и вокруг Тайваня, а также вопрос о укреплении границы, южной границы Соединенных Штатов с Мексикой. Демократы, как я вам говорил, хотят представить все эти проекты, так сказать, в одном пакете, увязывая одно с другим, поскольку считается, что это все относится к важнейшим вопросам национальной безопасности Соединенных Штатов. И поэтому, как вчера сказал сам Шумер, в Америке нет роскоши выбирать угрозы национальной безопасности, какая лучше, какая хуже, меньше, больше. Мы должны заниматься всеми, потому что наши противники, Россия, Китай, Иран, также вкладывают значительные средства в эти же проекты для того, чтобы нам навредить. Ну, чтобы вы поняли, какая ситуация сейчас в Конгрессе США, я вам буду давать высказывания с одной стороны, со стороны сторонников пакета помощи Украины, а также противников. Так вот, в ответ на заявление Шумера, так сказать, в другой пресс-конференции соперник Шумера, лидер республиканского меньшинства Митч МакКоннелл сказал: «Я думаю, что это смешно». Вот идея, где увязываются все эти пакеты помощи в области безопасности в один. Наши отношения с Израилем, сказал он, это самое тесное отношение в области национальной безопасности, которое мы имеем с любой стороной мира. И обуславливать нашу помощь Израилю другими условиями – это совершенно излишне. Также он добавил, что без пограничной реформы никакого пакета помощи, никакого закона не будет. Не было более горячего сторонника помощи Украине, чем я, сказал он в Сенате. Но пограничная инициатива должна быть обязательно включена в законопроект. Скажем так, в настоящее время по-прежнему существует раскол по всем буквально пунктам. Что касается Израиля, то здесь некоторые демократы высказываются в том смысле, что Израилю надо дать помощь, но он должен прекратить свои боевые действия против Хамаса. С другой стороны, есть противники помощи Украине, о котором я скажу ниже. Ну и, наконец, вот этот самый безумный, который, как считается, третий пункт – это укрепление, не просто укрепление границы Соединенных Штатов, а коренное изменение иммиграционной политики Соединенных Штатов, по поводу которой не могли договориться десятилетия, и его туда впихнули. В общем, получается целый взрывопакет. По этому поводу очень хорошо высказалась сенатор Пэтти Мюррей, который является председателем Сенатского комитета по ассигнованиям. Вот там в основном очень умные люди сидят, которые выделяют деньги. Это профессионалы, в меньшей степени политики, чем просто профессионалы, которые умеют считать и понимают, куда надо реально вкладывать деньги. Так вот, она сказала обоим этим деятелям, которые выступали перед этим, значит, компромисс, а это должен быть компромисс, никогда не означает получение законопроекта вашей мечты. То есть получить такой законопроект, которого вы мечтаете, а на остальных наплевать. То есть компромисс, любой законопроект должен быть результатом компромисса, а это значит, что вы должны что-то отдать для того, чтобы что-то получить. И для этого нужно принять жесткие решения, написать законопроект, который реально может быть принят и подписан, и который будет иметь значение для людей. Очень мудрое замечание, и у меня есть такое ощущение, что Конгресс пока туда движется, хотя сейчас происходит, последние, самые ожесточенные схватки, когда
как говорится, тут люди грызут горло друг другу, хотя чувствуют, что надо прийти к компромиссу. И в то же время в последнюю минуту каждый хочет заставить другую сторону отдать все и не пожертвовать этой другой стороне ничего из того, что у тебя есть. Спикер Джонсон, Майкл Джонсон, тот, которого боялись, потому что он тоже говорил, что Украина, когда его избирали, что Украина не находится в числе его приоритетов. И это тот человек, которого Трамп лично утвердил на эту должность. Не утвердил, он высказался в его поддержку, а это среди республиканцев некоторых, в значительной части. Дорогого стоит. Так вот, он буквально вчера выразил уверенность, что пакет помощи Украине будет принят и Украине, и Израилю. Однако он сказал, что мы очень хотим, чтобы было принято, но наша позиция, наши формулировки вошли в этот законопроект по южной границе. Мы не позволим Путину пройтись по Европе, сказал он, поэтому Украина еще один наш главный приоритет, но дайте нам нашу позицию по южной границе. Ну и чтобы вы, значит, поняли, какие там настроения царят среди сторонников Джонсона и даже не столько Джонсона, сколько представителей МАГА, консерваторов, а он близок к этой группе. Это та группа, которая идет за Трампом. Так вот, в Твиттере, где Джонсон высказал ту мысль, которую я вам сейчас привел, одна из других, значит, представителей республиканской партии пишет: «Я в замешательстве. Разве весь смысл назначения Джонсона не в том, чтобы прекратить помощь Украине и сделать America First, то есть Америку номер один?» Это лозунг Трампа. Черт возьми, что происходит? То есть для них, понимаете, для значительной части этих ошалелых трампистов сама идея помощи Украине, она как-то совершенно не вписывается в их менталитет. Другой пишет: доводы о том, что Путин намерен пройтись маршем по Европе, это всего лишь надуманное нагнетание страха, не подкрепленное никакими существенными доказательствами. Мне нравятся эти люди. Часто встречаю это в интернете, на разных социальных сетях, особенно тех, которые защищают коррупционеров. Им перечисляешь, какие претензии к этому конкретному коррупционеру, а тебе его посредник говорит: где ваши доказательства? Им приводишь доказательства, чаще всего косвенное, потому что мы же не в суде, а тебе опять это не подкреплено никакими существенными доказательствами. Вот такими людьми, для таких людей, которые занимают такую позицию, значит, доказательство может быть только, наверное, справка из Кремля, подписанная Путиным, кремлевской печатью о том, что он хочет пройтись маршем по Европе. Вот это будет существенное доказательство. Все остальное, что говорит Раша, что она делает, что она уже в Украине натворила, это несущественное доказательство. Ну и теперь, значит, для того, чтобы внести свою лепту и склонить чашу весов в сторону позитивного, нормального, здравомыслящего решения в Конгрессе по поводу помощи Украине и Израилю, на прошлой неделе, я вам об этом сообщал, началась буквально мощнейшая кампания в средствах массовых информации, в СМИ и вообще в публичной дипломатии среди сторонников, значит, Украины. И они буквально смяли противников, которые выступали против помощи Украине. Это известные люди и в политике, и в научном экспертном сообществе, и в военных кругах. По этому поводу было приурочено специальное заседание Совета министров стран НАТО, чтобы давление пошло не только со стороны Соединенных Штатов Америки, но и из Европы, из военных, военно-политических кругов, из экспертного сообщества. Ну вот в этой связи было использовано как платформа встреча министров иностранных дел стран НАТО. По этому поводу вот что отмечает СМИ по обе стороны Атлантики. В частности, большое внимание было уделено заявлениям Столтенберга. Он молодец, он хорошо и внимательно, и он хорошо и плодотворно отстрелялся по вопросу о помощи Украине. Первое, значит, он сказал, что Путин
продолжая войну в Украине, вернее, начав и продолжая войну в Украине, он фактически отдал будущее России Китаю под залог. Очень интересная формулировка, очень правильная. Впервые я ее слышу в публичном пространстве. То есть Путин как в ломбард заложил будущее России Китаю, потому что он не в состоянии без внешней помощи вести и продолжать успешно войну против Украины. Это хороший месседж для российской аудитории, но не только народа там. Ну, в том числе и так называемой элите, которая все-таки должна как-то думать, как она будет существовать дальше. И это хороший ответ тем экспертам, тем аналитикам, которые в последнее время, вот когда назревал вопрос о помощи Украине, говорили о том, что у Украины нет никакого шанса победить, потому что Россия, у нее преимущество там по всем направлениям, начиная с ВПК и с доходами от нефти, газа, все у нее нормально. И Путин может продолжать эту войну до бесконечности, пока не добьется своего. Нет, говорил Столтенберг, не может он ничего этого сделать без помощи, поддержки Китая, а для этого он закладывает, как в ломбарде, Россию под залог. Кстати, я вам как-то в одной из следующих передач расскажу. В Китае после встречи товарища Си с Байденом в Сан-Франциско проходят очень позитивные изменения. По крайней мере, вот появились ростки и признаки этих позитивных изменений, согласно которых Китай должен, движется все-таки в сторону ближе американской, западноевропейского понимания того, что сейчас происходит, удаляясь тем самым от Путина. То есть хаос, который разжигает Путин и пытается расширить его, он становится слишком дорогим для Китая, в смысле ущерба для китайской экономики и позиции Китая в мире, политических, дипломатических, ну и экономических. Как сказал Столтенберг, мы видим экономическую зависимость, видим, как Россия все больше зависит от Китая в плане финансирования, товаров, торговли, также комплектующих. Россия не может экспортировать энергию так же, как это было раньше, до войны, когда она экспортировала в основном в Европу. С Китаем все хуже. Я вам говорил последние новости буквально недавно. Год за годом Москва закладывает свою будущую Пекину, и это один из примеров того, как Россия становится все более слабой экономически в результате этой войны. Он приветствовал предстоящую поставку F-16, отметил, что самолеты уже есть, подготовка пилотов ведется, хотя он предостерег. И я излагал давно, когда только возник вопрос о поставке F-16, что это не серебряная пуля, и что F-16, дай бог, чтобы они внесли существенный вклад в изменение ситуации на поле боя, потому что, вы же видите, колоссальное преимущество по имеющимся самолетам или вообще летательным аппаратам у российской стороны. И как-то они не особенно задействованы, потому что, как считают западные эксперты, силы противовоздушной обороны, у них существует преимущество в настоящее время над силами авиации, над авиацией. Для того, чтобы это преодолеть, нужно не F-16, а, наверное, F-22, F-35, которых, увы, нет. По словам Столтенберга, он надеется, что эти поставки F-16 начнутся как можно скорее. Он также подтвердил оценки, согласно которым Украина отвоевала половину территории, захваченной Россией, и продолжает наносить России тяжелые потери. В Черном море украинцы, по его словам, оттеснили Черноморский флот и установили маршруты для экспорта зерна, укрепляя глобальную продовольственную безопасность. И самое главное, сказал он, Украина подтвердила, что она суверенное, независимое государство, которое не может отдать себя во власть агрессора, захватчика. В то время как Украина движется вперед, Россия отступает назад. Она стала слабее в политическом, военном и экономическом плане, сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что Киев ближе к НАТО, чем когда-либо. Затем он продолжил. Лидеры коалиции рассказали Украине, это он говорил вот на встрече министров иностранных дел НАТО, рассказали Украине о реформах, которые должны быть проведены, прежде чем
она сможет вступить в организацию. И я вам неоднократно два самых главных существенных условия вам называл. По словам бывшего премьер-министра, как его здесь назвали, Норвегии, они включают в себя расширение прав человека на первом месте. Кстати, это удивительно. Раньше это назывались коррупция, ну так, тихо в кулуарах говорили про агентуры, говорили официально о укреплении верховенства закона, но это то же самое, что борьба с коррупцией. А сейчас на первое место расширение прав человека. То есть за последние, к сожалению, 20 где-то месяцев государства НАТО, вернее их политическая элита, начали замечать проблемы с правами человека в Украине. Это не очень нехорошая тенденция. Вместо того, чтобы успешно бороться с коррупцией там, и с другими проблемами, которые были, о которых говорилось раньше украинским руководителям, теперь возникла и расширилась проблема прав человека. Но, по словам Столтенберга, мы будем продолжать поддерживать Украину на пути к членству НАТО. Издание Аль-Джазира цитирует высказывание министра иностранных дел Украины Кулебы. Кратко, емко, очень по делу. Он сказал, что Украина не отступит в борьбе с российским вторжением. Даже тогда, пишет газета, когда ведутся кровавые бои, и как бы линия фронта застала на месте, обе стороны схлестнулись в смертельной схватке, кровавой схватке, и есть признаки того, что есть признаки замедления поставок оружия, ну, это понятно, прежде всего Конгресс, республиканцы Конгресса Соединенных Штатов виновны в этом. Замедляется финансирование, в это время в Газе события известно происходит, которые отвлекают внимание от Украины. Несмотря на это, заявил министр, мы должны продолжать бороться, Украина не собирается отступать. Вопрос не только в безопасности Украины, но и в безопасности всего евроатлантического пространства. Это как раз те слова, которые нужно было произнести в то время, когда в Конгрессе обсуждается вопрос о помощи, и когда это обсуждается в экспертном сообществе Соединенных Штатов Америки. Они услышаны здесь еще раз. То есть все это доносится до, прежде всего, руководства республиканской партии, до законодателей. И у меня такое впечатление, что начинают они ломаться, так постепенно отступать, потому что, ну, когда вот была эта бодяга, длилась с выборами, перевыборами этих спикеров, тогда вообще вопрос о помощи Украине его загнали настолько в долгий ящик, что было просто страшно, когда-нибудь он оттуда появится или нет. А сейчас вот как-то так, то есть да, даже самые тупоголовые маговцы, видимо, начали понимать, что стоит на кону сейчас, какая высочайшая ответственность, и что будет, в конце концов, с республиканской партией, если она провалит этот проект или это дело. Могут быть катастрофические последствия, и это будет конец республиканской партии, которая сейчас, так по большому счету, вот в связи с всплеском этого трампизма, мага и так далее, она теряет свои позиции среди избирателей, и уже сейчас те республиканские конгрессмены, которым предстоит переизбрание в следующем году, уже в приватном порядке сетуют на то, что им задают все более острые вопросы в их избирательных округах. «Экспресс», британское издание «Экспресс», обильно цитирует выступление на встрече министра иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, Блинкена. По его словам, Россия, Путин при нападении и продолжении войны в Украине потерпели стратегический провал. Он сказал, в частности, некоторые задаются вопросом, должны ли Соединенные Штаты и другие западные союзники продолжать поддерживать Украину, поскольку мы вступаем во вторую зиму путинской жестокости. Ну, то есть долго война идет, вроде бы контрнаступление было не такое стремительное и успешное, как на то надеялись. Но, продолжает Блинкен, ответ на этот вопрос, прозвучавший сегодня в НАТО, ясен и непоколебим. Мы должны и будем продолжать поддерживать Украину.
Обеспечение того, что агрессивная война России осталась стратегическим провалом, сегодня также важно, как и тогда, когда Кремль начал эту агрессию. То есть стратегический провал есть, нужно обеспечить, чтобы он закрепился, усилился и стал необратимым. Здесь специально подчеркивается, что Блинкен произнес эти слова именно тогда, когда многие республиканцы в Соединенных Штатах призывают Вашингтон прекратить военное финансирование Украины. Блинкен опять поддержал Столтенберг, который сказал: мы обязаны обеспечить Украину необходимым оружием, потому что победа президента Путина станет трагедией для украинцев. Это также будет опасно и для нас. Ну как это может быть опасно? Об этом уже сказал, уже из Пентагона доносится сообщение. Пентагон сегодня заявил, что у него нет денег для того, чтобы наращивать силы на Ближнем Востоке. Ну, как вы помните, после 7 октября, террористического нападения Хамас на Израиль, Пентагон, или по распоряжению президента США, Пентагон направил 2 авианосных соединения, направил известное количество военнослужащих, средства ПВО, истребители. То есть он дал указание отправиться, и авианосные группы отправились, часть, личного состава отправилась, а потом оказалось, что денег на дальнейшее финансирование, наращивание американского присутствия на Ближнем Востоке больше нет. Оно критически, стратегически необходимо для того, чтобы сдержать дальнейшее развитие этой войны, которую Израиль ведет против Хамас. Чтобы это ограничить именно сектором Газа, чтобы не позволить туда влезть Ирану, прямо или через своих прокси, через целую сеть террористических организаций, включая ту же самую Хезболлу. То есть это вопрос реально стратегической безопасности и американских войск в регионе, и вообще американских интересов, ну и глобальной безопасности во всем мире. Так вот, денег нет на это. Почему нет? Потому что, как вы помните, Конгресс до сих пор не принял законопроект о бюджете Пентагона на следующий финансовый год. И согласно вот этим временным актам, которые были приняты не так давно, Пентагон финансируется на основании того бюджета, который был принят в прошлом году. А в прошлом году не было террористической атаки Хамас, не было этой чрезвычайной ситуации, которая возникла в результате этого на Ближнем Востоке. То есть нету ни копейки, так по большому счету, для помощи и Израилю, а также вот для наращивания американского там присутствия. Ну, Пентагону приходится выкручиваться. Что они делают? Они берут из других программ по мере возможности, которые включают в себя программы тренировки, дополнительного развертывания вооруженных сил, закупки вооружений, платежей по контрактам. Ну, то есть по сусечкам где-то там поскребут, там надергают, сям надергают, но денег не хватает. То есть надо решать вопрос. Надо решать. И, как сообщается из Пентагона, время сейчас тяжелое, и оно ложится на Министерство обороны, поскольку сейчас фактически Пентагон поддерживает 2 войны в Украине и в Израиле. Очень неожиданная и очень важная новость в политической сфере Соединенных Штатов сегодня появилась. Влиятельная сила, влиятельная сеть политическая среди доноров республиканской партии, речь идет о миллиардере Кохе, заявила о том, что она поддерживает Ники Хейли на выборах президента Соединенных Штатов Америки от республиканской партии. Вы, наверное, помните, ну, кратко напомню, это бывший посол Соединенных Штатов в ООН, которую туда назначил Трамп, это в его администрации было, к которой он неплохо относился, которая, в принципе, с почтением к нему относилась тоже, в свою очередь. Но этот человек, в общем-то, весьма опытный во внешней политике, но сама должность заставляет, представитель США в ООН. Ну и где-то принципиальное по принципиальным вопросам. Короче говоря, среди всех представителей республиканской партии, которая сейчас претендует на выдвижение от республиканцев, она реально
ну, я не скажу, что рьяный, но очень твердый и самый активный сторонник оказания помощи Украине, потому что она понимает всю геополитическую значимость этого вопроса. То есть ее смело можно отнести, ее позицию, к позиции рейганистов. Вот ей бы самое место тогда, вот, 80-е годы в администрации Рейгана. То есть вот к Трампу она как-то так, ну, совершенно не вписывается. Так вот, значит, эта новость разразилась как бомба. То есть она же, помните, в ходе вот этой не предвыборной кампании, а выступлений, соревнований претендентов вот республиканской партии, она так не очень быстро и успешно начала продвигаться, но в последних дебатах она стремительно взлетела вверх. И сейчас она практически идет среди кандидатов где-то на первом месте, если не считая Трампа. Решение Коха. А Кох, он силен чем? У него есть целая сеть активистов, которые собрались под зонтиком организации, которая называется «Движение американцев за процветание». То есть это есть люди на местах, есть активисты, они очень активны, это пропагандисты фактически. И у него есть немеренное количество денег. То есть начиная буквально со следующей недели, миллионы, сотни миллионов будут брошены на рекламу Ники Хейли, а также к этому делу будут приобщены вот эти представители американского движения за процветание. Вот что сказал по этому поводу представитель, один из руководителей этой организации. Это решение поставить карту, сделать ставку на Ники Хейли. Это решение может кардинально изменить состав республиканцев примерно за 7 недель до начала предвыборной кампании в штате Айова. Одобрение стало последним признаком того, что влиятельные доноры-республиканцы объединяются вокруг кандидатуры бывшего посла США в ООН. Помимо Коха, в последние недели к ее кампании присоединились и другие видные деятели. Усилия начнутся с многомиллионной рекламной кампании в поддержку Хейли. В одном из рекламных роликов, который уже готов, под названием «Неизбираемый», Трамп описывается как патологический неудачник, который будет угрожать республиканцам, республиканской партии в Конгрессе и вообще по стране. Если Дональд Трамп станет кандидатом от республиканской партии, мы можем потерять все, сказал высокопоставленный представитель этого движения американцев за процветание, который представляет интересы миллиардера Коха. Это очень сильно. Сильная новость. Да, сейчас Трамп намного опережает Хейли, но надо сказать, что еще не заработала в полной мере машина вот уголовного преступления Трампа по уголовным делам. Когда она начнется, скорее всего, эти заседания будут в публичном пространстве транслироваться, ситуация может очень измениться. Да и вообще, как говорится, надеяться, что победит человек, на котором висят 2 импичмента и 91 обвинение в совершении тяжких уголовных преступлений, это так, по большому счету, авантюра. Ну и в последнее время еще проявилось, что в предвыборной кампании Трампа, то есть все большее количество аналитиков начинает говорить о том, что его предвыборная кампания напоминает то, что происходило в Германии в 1933 году. В том смысле, что она становится все более агрессивной, и все его заявления перестают носить конструктивный характер. Он все меньше рассказывает о том, какие конструктивные действия он собирается предпринять в экономике, политике. Он вообще не говорит о том, как он будет, фактически страна на грани раскола. Ну, может быть, не совсем, но трещины есть, они очевидны, во всяком случае, для политиков-демократов. И вот вместо того, чтобы вносить, так сказать, позитивную повестку дня в свою предвыборную кампанию, он все больше орет о том, что мы избавимся от коммунистов, мы избавимся от нацистов, мы избавимся от тех, мы не уничтожим этих. Мало того, люди, которые приближены к нему, они готовят, как пишется в средствах массовой информации, где-то 54 тысячи
кандидатов из юристов, там, экономистов, но главным образом из юристов, которые в случае его победы планируют полностью изменить политическую систему Соединенных Штатов Америки, максимально сосредоточив в руках Трампа. И главное, что он собирается делать, он собирается мстить тем врагам, которые подвергали его кто гонениям, кто клеветал, там, ну и так далее. Понимаете? То есть это будет нечто подобное, согласно, если верить его риторике, как Пиночет, пришедший к власти, расправлялся со сторонниками Сальвадора Альенде. Ну, это, конечно, так метафора, да, вы понимаете, но он становится звучать, он просто звучит все больше и более угрожающе. Ну и вот здравомыслящие республиканцы, руководство партии и главные, что самое важное, доноры начинают так потихоньку от него отходить. Так вот, несмотря на то, что у него есть преимущество, это преимущество может сойти на нет, вообще будет проигнорировано, может быть проигнорировано на съезде республиканской партии, которая должна состояться, по-моему, в Миннесоте летом этого года, где все эти рейтинги могут быть отброшены, соберется руководство партии и порешит за закрытыми дверями. Мы не можем выставлять этого человека, мы выставим Хелли. То есть Хелли, ее паруса наполняются воздухом, дай бог. Кстати, мне очень нравится, я уже говорил об этом в своих предыдущих видео, она мне очень нравится. Это женщина, которая сама себя сделала. Мать у нее, по-моему, да, мать у нее из Индии, эмигрировала в Соединенные Штаты Америки. То есть девочка начинала с нуля. Она сама себя сделала. До этого она была губернатором Южной Каролины, стала представителем США в ООН. И предвыборная ее кампания, а что касается внешней политики, ну это просто блеск. Это один из самых блестящих, ну за исключением Байдена, я скажу так. Ну, Байден, он уже в возрасте, понятно. А так, один из самых опытных и самых блестящих и тонких специалистов в области внешней политики. Так что есть теперь за кого голосовать даже со стороны республиканской партии. Очень важное заявление, ряд заявлений сделал президент Чехии Павел. Это тоже блестящий политик, который мне очень нравится. Он и военный, причем очень высокопоставленный военный генерал, входил в руководящие органы НАТО в свое время. Ну и вообще, я считаю его одним из самых блестящих лидеров Европы в настоящее время. Так вот, он сделал заявление, вернее, дал интервью итальянской Corriere della Sera, в котором он сказал следующее, что если западные союзники Киева не усилят свою военную поддержку, то Путин может взять верх в войне против Украины в следующем году. По его словам, по словам Гавела, следующий год будет решающим. По словам Гавела, он должен смотреть и смотрит на ситуацию не только с военной точки зрения, что там происходит на поле боя, но и с точки зрения принципов и ценностей. И это очень важно. Важно в Европе, важно в Соединенных Штатах Америки. Сейчас там, я вам дальше расскажу, эта тема принципов, она звучит, все более остро звучит. Ну, типа, так скажу кратко, типа, за что же мы боролись предстоящие десятилетия, ухлопали на это столько, вернее, потратили на это столько жизней американцев и столько денег для того, чтобы вот сейчас все это пустить под откос и отдать это все какому-то недофюреру из Москвы. Так вот, значит, у нас нет другого выбора, сказал Гавел, кроме как дать Украине все необходимое для успешного, все необходимое по номенклатуре и по количеству для успешного выполнения миссии по восстановлению суверенитета и контроля над своими границами. Все, что меньше будет и по номенклатуре, и по количеству, окажется нашим поражением. Вот так вопрос ставится. Если мы упустим возможность поддержать Украину, следующий год может оказаться более благоприятным для Москвы. Этот год крайне важен для того, чтобы заложить основу успеха. Следующий год будет очень и очень сложным. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить этот выпуск. Материалов сегодня очень много. И
я сделаю, видимо, еще один выпуск сегодня. Они все очень важны для того, чтобы понимать, какая обстановка сейчас в Соединенных Штатах, в Европе, в политической элите, на обоих континентах. Ну и вообще для понимания того, что нас ждет. Вообще, из того, что происходит, я считаю, как говорят англичане, more likely than not. То есть более 50% шансов, что будут выделены деньги, и, надеюсь, в таком количестве, которое позволит, как вот говорит президент Гавел, дать все необходимое Украине для победы и по количеству, и по номенклатуре. Поэтому я надолго с вами не прощаюсь. До скорой встречи.